Ребята, снова вас приветствую на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы снова с вами поговорим немножко о биткоине, о ФРС. Также посмотрим эфир Classic. Посмотрим, куда сможет прийти биткоин и перепишет он свой лой. Но перед этим, ребята, хотел бы вас попросить, естественно, подписаться на мой канал, потому что без подписки смотрит, как вы видите, 77% зрителей. Поэтому, ребята, перед началом просмотра обязательно подпишитесь на мой канал. Конечно же, комментируйте видео, чтобы у меня было больше энтузиазма для вас делать этот канал. Итак, ребята, погнали, все по порядку. Итак, начинаем сначала о биткоине. Как мы видим, ребята, биткоин пробил все поддержки. Поддержка вот здесь на уровне 22 600, потом на уровне самый основной 21 600. Сейчас как раз под этим уровнем он находится и ждет. Ждет, что же скажет ФРС, ребята. ФРС, ребята, как вы знаете, сегодня как раз оно будет заседание в 21:00 вечером. То есть, как мы видим, что процентная ставка может быть поднята, ребята, поэтому все может быть, произойти, и биткоин может опуститься намного ниже, ребята. Если мы сегодня перепишем наш лой, ребята, то в дальнейшем мы можем ожидать цену намного ниже. Если же выйдут плохие новости, куда мы сможем прийти? Давайте посмотрим вместе. У нас здесь есть вот такая еще поддержка, вот такая, на уровне где-то 16 тысяч. Следующая поддержка может быть на уровне около 13 900 тысяч. И последняя остановка, которая может произойти, это на уровне где-то 11 тысяч с половиной. Это все остановки, которые мы можем с вами, ребята, пройти. Как я раньше, ребята, повторялся, что некоторые ждут его по 10 тысяч. В это я не верю. При 10 тысяч я закрываю свой канал. В 11 тысяч с половиной, то есть в этот диапазон мне также мало вероятно, что он сюда придет. В эти диапазоны еще вероятно. Я всегда настроен более оптимистично, поэтому думаю, что провалиться мы немножко можем, но не очень существенно, ребята. Но, как я и сказал изначально, что если мы сегодня не пробьем этот лой, сюда мы уже больше никогда не вернемся. Можем вернуться только в одном случае. В каком, сейчас вам, ребята, расскажу. Итак, оспа обезьян. Это который сейчас вирус нам очень сильно долбят в голову, ребята. И Всемирное министерство здравоохранения об этом нас предупреждает, что есть очень большая вероятность, что уже начинается эпидемия, ребята. Я просмотрел эту информацию, все полностью. Также вот на Википедию зашел. Хотел с вами также поделиться, в частности, как передается оспа обезьян. Во-первых, как и обычно, передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. И все, ребята. То есть так же самое, как и примерно передавался у нас COVID-19. Насколько он страшен, ребята? Да не насколько он не страшен. Я почитал много публикаций, здесь даже нашел. Вспышки бывали здесь. Вот был зарегистрирован 71 случай. Там в Соединенных Штатах, в Нигерии было несколько случаев, в Великобритании, в Сингапуре. Что самое примечательное, ребята, здесь было? Так я вам сейчас покажу, смотрите. То есть в Доминиканской республике Конго было зарегистрировано в 90-х годах 511 случаев. Также на Среднем Западе США среди владельцев домашних ловых собачек также сообщается, что 71 человек был заражен, из них никто не умер. Ребята, то есть летальность оставляет менее 1% вообще. То, что нам сейчас Всемирное министерство здравоохранения говорит, это они хотят нас снова загонять в какой-то подобный COVID-19. Снова, наверное, хотят запустить печатный станок и печатать снова баксы. Поэтому, ребята, не очень и серьезная эта вспышка. Еще что самое больше меня поразило, сейчас я вам покажу, что случаи заболевания в основном наблюдаются в Европе, ребята. Какая Европа? Оспа обезьян в Европе. Представляете, сколько в Европе живет обезьян? Но это естественный бред. Это хотят, ребята, 100% нам снова навязать новую болячку, новую болезнь, потому что если действительно все пойдет не по их плану, если они не смогут стабилизировать экономику в мире, то, естественно, им снова нужна новая болезнь. Это оспа обезьян, которую сейчас они так сильно пропагандируют. Это они будут иметь на всякий случай, ребята. Если все пойдет очень и очень плохо, то они будут эту тему очень сильно, ребята, развивать. Поэтому имейте в виду, с этим мы с вами также разобрались. Поехали дальше. Доминация биткоина, ребята, как мы видим, снова снизилась вниз, ничего не происходит, никуда она не поднимается, ребята. Как я в прошлом видео говорил, что максимально, куда я вижу, это вот в этот район, 60%.
Это все, куда может подняться биткоин по доминации. Больше я не вижу. Потому что снова, когда в прошлый раз я делал видео, у нас криптовалют было 20 200 с копейками, уже 20 300. То есть капитализацию альткоины, а также щиткоины на себя перетягивают ребята. И поэтому доминация биткоина не будет такой большой, как было в прошлые разы. Вот максимальный потолок, который я думаю. Но все-таки остаюсь при своем мнении, что в основном, скорее всего, как я и говорил раньше, наверное, будем мы флетиться вот здесь по доминации биткоина. Думаю, ближе к этой границе, либо же выше здесь будем флетиться, и на этом доминация его будет максимальная. То есть не думайте, что доминация снова дойдет до 90%. Этого не будет, запомните раз и навсегда. Индекс доллара, как мы видим, вчера дал свечку такую хорошую, сегодня снова немножко падает. Также все зависит от ФРС. Но, естественно, нам было бы приятнее, если бы доллар понемножку скатывался, да, с небольшими откатами, подобными вот такими. То есть бы ушел бы вниз, немножко снова сюда вниз. Вот это было самое для нас идеально, понемножку. Но это будет уже намного позже. Я так думаю, что это будет осенью, ближе к зиме. Мы увидим уже более глобально, индекс доллара будет падать. Хотел ваше внимание, ребята, обратить также на него. Давайте посмотрим на его график. Смотрите, ребята, снова вырывается вверх. Две свечи за 2 дня. Очень хорошо себя держит, ребята. Не прошел ниже вот этой поддержки, ребята, как мы видим. Очень хорошо здесь отбился. То есть 2 раза здесь этот уровень он тестил и снова идет вверх, ребята. Не знаю, посмотрим, пойдет он вверх или нет. Если сегодня биткоин пойдет вниз, он также может провалиться. Но, ребята, вам рекомендую, если он пойдет за биткоином в этот диапазон, можете его потихоньку набирать также, чтобы в дальнейшем запульнуть его, конечно, в ракету вверх и получить хорошие, огромные прибыли. Потому что я так понимаю, что майнинг весь перейдет на эфир Classic с простого эфира, и тогда будет спрос на него намного больше. Как я показывал, данный инструмент я имею в своем портфеле. Если он, естественно, пробьется ниже, ребята, я его еще подберу. Подберу довольно, наверное, существенно свой портфель. Мы видим, что он показывает очень хорошую динамику роста, очень хорошо реагирует на падение биткоина, удерживается очень хорошо, поэтому я думаю, что мы получим от него огромные и огромные, ребята, иксы в будущем. И сможем переписать его all-time high здесь, 179 баксов, где-то 180, и пойти намного выше. Но это мы будем, ребята, видеть уже в будущем. Также хотел вам, ребята, рассказать об одной новости. Итак, осенью USDC превзойдет по капитализации USDT, ребята. Аналитики спрогнозировали продолжение роста капитализации USDC коина от Circle и дальнейшее падение рыночной доли крупнейшего ныне стейблкоина USDT от Tether. Лидер сегмента сменится уже в октябре, уверены в компании. Так, что мы видим? Мы видим вот такой рост именно USDC, а здесь это был рост USDT при рыночной капитализации. Как мы видим, понемножку подбирается USDC. Так что в ближайшем будущем, ребята, мы, естественно, скорее всего, обгоним по капитализации USDT и выйдем в лидеры. Если мы посмотрим по капитализации, то мы видим, что USDC Coin сейчас 55 миллиардов, а Tether 65 миллиардов. Это не очень много, всего лишь 10 миллиардов разницы, поэтому USDC Coin, естественно, ребята, его обгонит. Вот такое, ребят, небольшое на сегодня видео. Поэтому сегодня расставляйте свои ведра намного ниже. Если хотите закупиться биткоином, а также эфиром, либо другими альткоинами, расставляйте свои ведра вот ниже, вот здесь и вот здесь. Все это расставляйте и забирайте биткоин по дешевой цене, если же он сюда придет. Если сегодня же будут, ребята, более позитивные новости, вот этой цены мы уже больше никогда не увидим. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Увидимся завтра. Завтра будет очень хорошая новость вам по IOTA. Итак, до завтра. Всем пока.